Лев. Чтобы добиться успеха в игре, нужно играть 5 лет. King of Thieves. Первой игрой будет King of Thieves. Здесь у нас можно камни красть у других игроков. Ну и в принципе такие особо таки ничего интересного. Если уже играешь как профи. Это прокачка гильдии. То есть игроки объединяются и прокачивают. Разные гильдии можно посмотреть. Но это все показуха, так сказать. Ничего интересного. Здесь базар устроили на ограниченное время. Значит, собираем камушек и крадем его в тотем. Или крадем чужой и тоже крадем его в тотем. Вот, потому если у других. Если умеет много раз, то одна из ловушек открутится, и пройти станет легче. Иногда без этого никак не пройти. Бывают и читеры, которые ловушки так располагают, что их никак невозможно пройти совсем. Даже после отключения одной из них. Отключить также можно при помощи зелья. Отключение ловушки. Сейчас зелье покажу. Вот они. Дают в общем преимущество. Аккуратно надо проходить. Сложный раз. Ну ладно, в этом не пройти. Тогда просто можно выйти.
и смотреть дальше. Вот, если отмычки заканчиваются, то приходится смотреть видео. Так, вот где и так название не будет видно. Ну и хватит. Не так много. Очень. Рекламы в этом мире. Вот это красный подлегатель. Если долго не прыгать, то будет очень жарко и придется начинать заново. Проходить эту расту. Вот тут деньги всякие. И по поводу внутренней игровой валюты. Здесь есть сферы. Их некоторое маленькое количество можно получить бесплатно. Вот, а так, конечно, донат. Вот, тут тоже что-то бесплатное дают. Приходится опять видео смотреть. Эта реклама хотя вышла нормальная. Вот, в общем, дали пылинку. Можно потратить на увеличение роста гильдии. А вот тут может появиться. Или на получение костюма. Но это тоже чисто визуально. Вот здесь костюмы. И камни. Вот костюмы. Всякие. Можно разблокировать доспех. Можно выиграть в аппарате стильный вол. Вот этот тип аппарат. Ну, эти штучки нужны очень. Вот так вот по одной. Тык. Морозинчик. У вас уже есть такой. Награда 1 сфера. Вот. А эти ресурсы, они намного больше стоят, чем 1 сфера. Это бесполезная трата внутри игровой валюты и, возможно, настоящей. Вот так вот. Тут задание, и можно получить доступ в лабиринт. Там можно получить 15 слез. Или 10, в зависимости от прохождения. Плюс дополнительно могут выключиться еще сферы, отметки или еще слезы. Но если выключится, конечно, вообще будет хорошо. А то их вечно не хватает. Качаем гильдию, так сказать. И здесь у нас улучшение, и тут надо целых 2000 слез. А у меня 1,5.
Вот, их вечно не хватает, к сожалению. Жулик. Жулик, не воруй. И мы не будем. Ну, в принципе, это все, что я хотел показать в этой игре. Так что перейдем к следующей. Бомбить. Следующая игра это бомбить. Здесь можно собирать злато, потом улучшать вот эти вот постройки. Как мы видим, одна из них уже улучшается. Время на улучшение очень много выделяется, к сожалению. Поэтому надо долго ждать. Сами разработчики отвечали, что у них самое короткое время, чем в других играх. Сомневаюсь. Осуждаем. Ну, поехали дальше. Здесь есть операция. За нее можно получить награду. Эти ресурсы. Вот здесь как раз можно атаковать эту операцию. Раз в сутки. Это от опергруппы. Ну, типа гильдия. Вот, получилось добить. Получаем награду вот эти вот ресурсы. Вверху, которые были. Чем больше их соберешь, тем больше награда. 610 это максимальная награда за эту операцию. То есть если что они здесь, например, вот здесь, но они самые сложные. Поэтому надо подумать, конечно, начинать их или нет. Особенно если опергруппа слабая. Почти каждый день можно атаковать доктора Ти. Иногда вылезает мегакраб. С него можно получить много ресурсов. Атаковал в общем. Можно так дойти до 4 уровня или 5. Ну, стадии. Там уже 60 уровень и уже сложно. То есть стадия 6 и 7 и 60 уровень. Вот это вот 24, он в углу экрана. Вах.
если солдаты идут не туда, то можно их подправить вот этой вот шашечкой, так сказать. Не, ну сейчас поздно, конечно. Но чтоб вы знали. На всякий случай. Вот и вот это 5-я стадия. Сейчас сложно будет. И то и некоторые, так сказать, солдаты, они на тех стадиях спеклись. Ну, кто играет, тот поймет в общем. Есть вот такие цены. И есть тут подписки 2. И алмазы. Вот, например, предположим. Вот 90, вот 500 и так далее. Не хватает ресурсов для строительства, для улучшения этого объекта. Вам нужно 859 косарей железа, которые стоят 557 алмазов. 557. Вот. То есть это надо купить 500 и 90. 379 плюс 75. Получится примерно 450 рублей, чтобы улучшить. Не, ну, конечно, можно подождать, пусть оно вот это вот улучшится, и ресурсы где-нибудь нацелим, так сказать, получим. Вот. А так, конечно, долго это все. Донат везде, к сожалению. Вот, и на карте бывают сундуки попадаются. Тут по 23 алмаза. Может быть еще есть. Да, и есть. Теперь 3, 2. Так потихонечку и собираюсь. Так что то, что у нас целых 15 тысяч, это далеко не значит, что их много, так сказать. И получается, что их мало. Такие вот выводы. Здесь можно прокачивать героев. У меня это с пультом стоит. Ну, тут все расписано. Да и видели все. Стопудов. Вы. Так что вот все. Дар кормит. Следующая игра, про которую я бы хотел рассказать, это Дар кормит. Тут у нас всякие рекламки открываются постоянно. Что? Ну, нельзя сказать, что это нифига не бесит. Согласитесь ли? Здесь можно отправлять сырье на корабль. У меня влезает 3, 4, 4, 2. Любого сырья. Но мы сейчас зайдем в саму игру. Это у нас блеска, так сказать. Бывает плавно загружается, бывает нет. Здесь у нас билд написан. Значит, за вход и дают всякие бонусы.
не больно. Вот это у нас корабль. Можно управлять им, ну и играть в общем. И так понятно. Здесь мы эти ресурсы продаем. Здесь у нас много карт. Так как я Марс, у меня карты дружественные. Это все с 1. Здесь они помечены. Вот 1.8, 1.2 и так далее. Продавать ресурсы можно на картах 1.8 и 1.1. Если есть процессор телепорт, можно телепортироваться из одной карты в другую. Вот. В принципе, ничего сложного. Но когда мы касаемся заданий, здесь есть задания. В принципе, в любой игре они есть. Ну а что, без них, в принципе, скучно. Вот. И тут все задания у нас почти на уничтожение других игроков. А им будет больно, если так сделать. Поэтому эти задания они выполнить. Да и со своим уровнем будет сложно других игроков уничтожить. В 100% вероятности никого убить не получится и вас уничтожат. Есть ежедневные задания. За них, вот за это задание добиться дураниума. Дают лог-диски. Лог-диски это хорошо. Их можно потратить на умения. Вот здесь есть всякие умения. Вот их можно использовать. Это у нас постоянные умения, они всегда действуют. Вкачал и забыл. Очень сложно набрать нужное количество лог-дисков. Здесь 106, а надо 222. Очень много надо. А зато задание 2. И оно выпадает, конечно же, не каждый день. Там этих ежедневных заданий, 10-20. То есть раз в 20 дней мы можем получить 2 лог-диска. Всего 2. Вот столько. А нам необходимо 2, 2, 2. Вот. Также можно получить лог-диски в портах. Сегодня удвоенные награды, потому что день записи этого фрагмента моего ролика у нас воскресенье. А в воскресенье удвоенные награды. Каждое воскресенье или почти каждое. В портах интересно, но скучно. Сначала легкие враги идут, потом сложные. И вот на сложных уже приходится долго-долго крутиться вокруг них, чтобы уничтожить. Крутиться нужно вот так. Нажму кнопочку, чтобы он стоял. Все, заработало. Ой, какой-то кипиш. Вот, крутишь с вами. Что тут это можно уничтожить? Враги новые непонятные. Недавно обновление было.
прикольно, чего я скажу. Ну что, но уже не заинтересовать. Игре 10 лет. И, конечно, становится скучно, если много долго играть. Блин, какой враг сильный. Что это за фигня? Ага, тут цвета нет. Короче, сейчас я углохаюсь. Свалит бы. Это него. Все, ушел. Лечиться. Это у нас компьютерный враг. Ну, то есть нереальный игрок. А есть еще реальные игроки, которых нам очень сложно уничтожить. Тут есть авторемонт. Должен быть включен процессор. Авторемонт. Ну, его нужно на корабль перетащить с инвентаря. Вот тогда. Вот он есть тут. Здесь у нас есть ангар. Тут у нас пресечка такая. Значит, есть тут у нас объекты, их можно перетаскивать на корабль. Все в свой отсек, нужный. По этой игре очень много материала на форуме XZ. Это все нужно изучать, смотреть, очень много всего. Можно запутаться на изи. Вот эти вот разные самые RF4, которые любые. Тут 3 типа. Привет, если есть. Ну, много чего есть. Но прокачаться, к сожалению, сложно. Здесь еще есть апгрейды. Хай-тек фабрика. Вот. Этот бонус у нас ничего так. Так сказать, из этих всех самый лучший. Бьется и подлечивает. Еще Пет может подлечить почти во время боя. Но он ест много топлива. А топливо это уридиум. Тратится в магазине. Вот Пет и вот для него топливо. Максимум купить. Купили. Замечательно. И уридиум можно купить за реальные деньги. Ну тут всякие разные предложения. Вот, мало, много. Много чего. И, к сожалению, ничего с этим не поделаешь. Здесь можно заработать уридиум бесплатно, но это не работает. Как и все хорошее на нашей территории. Ну, тут настройки всякие, пароль. И тут есть еще бонус-коды. Также здесь есть краны, ну, как и в других играх. В магазине можно купить разные корабли. Тут тоже надо смотреть. Всякие преимущества есть. Вещи, которые очень сложно получить за уридиум, так как нужно много уридиума. А он очень долго копится. Можно купить на аукционе за дофига кредитов.
но все-таки можно. Аукцион есть каждый час, ежедневно, еженедельно. Кончается в конце недели вот этот вот, еженедельный. То есть сейчас воскресенье 22:35. Он кончится через полтора часа, когда наступят новые сутки. По московскому времени. До темноты +3. Вот так можно ставить. Нужно ставить в конце каждого часа за 20 секунд до конца. И побольше. И тогда, может быть, повезет. Если повезет, то будет уведомление, что вы получили вещь. Ну, тут пусто с какого-то момента, они все очистили. После объединения серверов, видимо, взяли, значит, создатели и выкинули информацию эту. Сообщение не надо. Сообщение было ого-го, конечно. Ну, что поделать, бывает. Заметочки есть. Ну и, конечно, не надо на серверах всяких непонятных, так сказать, хранить всякую важную информацию. Лучше на русском диске. Ну или в облаке нормальном. Если нет нормального русского диска. Или один, а там ВД. И он скоро сломается. Лайк, подписка и донат будет этого очень рад. Спасибо за просмотр.